Всем здравствуйте! Какие только названия улиц не встретишь, гуляя по городу. Мне стало любопытно найти самые маленькие улочки города Гродно, чтобы всего на пару домов, но чтобы непременно было необычное название. Я знала только одну такую улицу, 11 Липеня, но задалась целью найти еще что-нибудь интересное, непременно в центре города, и, к своему удивлению, нашла немало таких улиц. В этом видео я расскажу о самых маленьких и необычных названиях улиц в Гродно. Могу с уверенностью сказать, что некоторые даже для коренных гродненцев будут сюрпризом. Если заинтересовало, то присоединяйтесь. Найти улицу 11 Липеня легко. Она располагается за зданием Гродненского горисполкома, а задние дворы домов этой улицы выходят к речке Юриздике и примыкают к Швейцарской долине. Сегодня это одна из самых маленьких улиц нашего города, и насчитывает она всего 2 дома. В межвоенный период улица носила название Святого Николая, и когда в 1939 в Гродно пришла советская власть, то через год улицу переименовали. Она стала называться 11 Липеня. Самое время рассказать о запутанной истории, связанной с улицей 11 Липеня. Кстати, кто-то снял табличку с названием улицы с дома номер 18, а у рядом стоящего дома табличка и вовсе отсутствует. Но надеюсь, что все это в рамках масштабного капремонта, который сейчас здесь идет в доме 18, и обновленную табличку мы все же увидим. Так вот. Был период, когда эту улицу обозначали на карте города как улицу революционера П. Липеня. В 90-х годах названия улиц переписывали на русский язык, и в цифре 11 увидели нечто похожее на букву «П». Возможно, подумали, что верхняя черточка просто стерлась, и таким образом улицу переименовали в честь никому неизвестного и несуществующего человека П. Липеня. Такое название улица носила до 2009 года, пока ошибку не вскрыли и не поняли, что такого человека никогда не существовало. А на самом деле эту улицу еще до войны, в 1940 году, назвали в честь позабытой уже, но некогда важнейшей праздничной даты официально белорусского календаря. День 11 июля был аналогом нынешнего Дня независимости. Именно в эту дату, в 1920 году, Красная Армия освободила Минск от польских войск. И когда была вновь провозглашена БССР, то до Великой Отечественной войны этот Красный день календаря праздновался весьма масштабно. А тот факт, что во время переписывания табличек в 90-х переводом занимался человек, который не знал белорусского, лишь добавило изюминки этой истории, этой самой маленькой улицы в Гродно. Следующая улица находится через дорогу от улицы 11 Липеня, и если пройтись по старой брусчатке, то, пройдя пару домов, как раз на нее и попадете. Мопровская. Еще одна маленькая улочка на карте нашего города. Насчитывает всего 4 дома и имеет очень непривычное для слуха название – Мопровская. Выяснила, что так необычно улица названа в честь Международной организации помощи борцам революции МОПР. Это аббревиатура. Эта организация была создана в 1922 году, и в нее входило 70 национальных секций. Состояла она на то время из 14 миллионов человек. В 1945 году помощь революционерам уже не требовалась, поэтому Организация помощи борцам революции прекратила свое существование. Но замечательное во всех смыслах свое название эта организация увековечила в Гродно. В международном масштабе МОПР действовал до Второй мировой войны, и советская секция МОПРа работала до 1948 года. А в Советский Союз по каналам МОПРа эмигрировали около 9 тысяч революционеров из разных стран. Вот такая необычная история названия этой необычной улицы. Чтобы снять следующие очень интересные улицы, пришлось переехать в район немного за автовокзалом. Итак, очень необычное название – Друцк. Она расположена напротив здания госавтоинспекции, и вы почти ежедневно проезжаете мимо нее. Те, кто едет по Румлевскому мосту, просто не обращали внимания. Очень необычная по звучанию улица – Друцк. Логичнее было бы услышать название Друцкая, но она почему-то Друцк. Звучит как название города, но учитывая, на каком отдельном от цивилизации островке находится эта улочка, действительно можно назвать именем отдельного городка Друцк. Но это все, конечно, юмор, а по существу могу сообщить следующее. Название улицы Друцк
в Гродно связано с историей местности. До 1939 года здесь было имение князя Друцкого. Отсюда и название. Но пока на этом месте ютится 4 старых домика, а местные жители рассказывают, что живут на месте имений князей Друцких-Любецких. И Гродненский Друцк уже вовсю окружила цивилизация с двух сторон. Оживленные автомобильные магистрали, супермаркеты, а когда-то это была земля князей Друцких-Любецких, которой они, кстати говоря, бесплатно поделились с нуждающимися в 1930 году. В январе 30 года Гродненский магистрат решил выделить средства на строительство жилья для рабочих, однако денег в городской казне не хватало. И тогда князь Ян Друцкий-Любецкий отдал под строительство несколько гектаров из собственных владений. У меня есть видео об этой истории на канале, называется «Дом в подарок». Почему в подарок? Посмотрите, очень интересная история, потому что счастливые владельцы домов должны были выплачивать долгосрочный кредит на дом с рассрочкой 30 лет. В 1939 году Польша как государство перестала существовать на этих землях, и выплачивать кредит уже было некому. И если еще рассказать про князей Друцких-Любецких интересные факты, то именно они владели фабрикой по изготовлению кирпича в нашем городе, и гродненские кирпичи имели характерный желтый цвет, потому что глину в них добывали в окрестностях Гродно в районе современной Девятовки. И все старые дома 19-го, начала 20 века желтого цвета построены именно из кирпичей, производимых на заводе Друцких-Любецких. Сейчас здесь настоящая деревенская жизнь, если не обращать внимания на автомобильный шум. Друцк как будто застыл в 80-х годах прошлого века, и если бы не стеклопакеты в старых домах, то можно было бы потеряться во времени. Следующая, очень необычная по звучанию улица находится недалеко от бывших царских казарм на Щорса и торгового комплекса казарма «Мол», прямо за новостройками. Это улица Ос-Авиахимовская. Если ехать в сторону проспекта Космонавтов по улице Пролетарской, то будет с левой стороны частный сектор. Вот эта улочка затерялась именно там. На ней осталось тоже несколько домов, окруженных подступающими почти вплотную высотками. И названа она в честь Ос-Авиахима. Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству, которое существовало с 1927 по 1948 год. ОСАВИАХИМ был предшественник ДОСААФа, Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, ДОСААФ, который сменил ОСАВИАХИМ в 1951 году. На ней нет никаких достопримечательностей, нет никаких интересных историй, кроме названия самой улицы. Согласитесь, очень необычного. Ос-Авиахим. Даже сразу и не выговоришь. Каких только названий улиц в Гродно я не начиталась, когда искала материал для этого видео. Вот, например, улица Узкая, Веселая, Деревенская, Буслиная, волейбольная, асфальтная, праздничная, мудрая, уютная, короткая, есть даже неожиданно грюнвальдская. Так что изучайте, интересуйтесь, будьте любопытными и не теряйте интерес и азарт в жизни. Вот такое видео у меня получилось. Если понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, какие необычные названия улиц знаете вы и какие истории у вас с ними связаны. А я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока.